С ней ты забудешь обо всем. Кто же это появится в твоей жизни? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, однозначно вы довольно неплохо выглядите. Вам может казаться, что да нет, да самый обычный, да ничего такого во мне нет. Но на самом деле, вот есть у вас какая-то, у каждого своя может быть изюминка. У кого-то это внешнее лицо, да, допустим, довольно симпатичное. У кого-то это может быть фигура, у кого-то лицо и фигура. У кого-то может проиграться вообще такая, вы знаете, вообще не привязываясь к внешности, а какая-то, ну, довольно притягательная харизма. И вы об этом знаете. Вы знаете, что вы по жизни нравитесь женщинам. Кто-то до сих пор из вас, может быть, прихорашивается до сих пор. И, ну, вообще даже мы не берем во внимание ваш возраст. Я знаю, что много на моем канале мужчин, которым за 50, за 60, да. Вы не комплексуете абсолютно по поводу своего возраста. Вы, наоборот, такие у меня парни хоть куда. И это на самом деле здорово. Жизнь ваша порой круто менялась. Когда в лучшую сторону, когда в худшую, но вы очень стойко справляетесь всегда с разными тяготами жизни. Очень любите свой дом, может быть, даже чувствуете себя вот как-то то ли защищенным, вот именно дома. Какая-то такая домашняя атмосфера, да, это то, что дает вам особые силы, особую энергетику. Может быть, даже вы в последнее время больше стараетесь проводить времени дома, да, прежде чем куда-то идти, соглашаться, допустим, на какие-то посиделки, мальчишники, либо еще куда-то в гости. Вам намного комфортнее становится дома. Давайте сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, пишите все в комментариях. Вы действительно вот становитесь домоседом больше, ну, либо же вам более комфортно дома находиться, чем где-то в кафе, в ресторане, там, ну, либо еще где-то. Далее, у кого-то из вас может быть, ну, либо же, ну так, на пороге, скажем, приближается, ну, то ли это карьерный рост, да, это может быть, вы себе поставили планку, да, может быть, вы планируете, что вот пройдет какой-то период, и вы метите, может быть, на начальника, там, начальник отдела, там, я не знаю, бригадир, еще кто-то. У кого-то, может быть, недавно состоялся этот карьерный рост. По крайней мере, вы из тех, которые будут землю рыть. Но если вы захотите быть начальником, в принципе, вы им сможете быть, потому что талантов у вас хоть отбавляй, много чего знаете, много чего умеете, поэтому дерзайте, все у вас получится. Еще давайте коротко посмотрим. Опять-таки мне показано, что есть человечек, но это, скорее всего, человек, с которым вы уже можете либо не общаться, который пытается вам вредить. Ну, в принципе, здесь похоже очень на даму, с которой вы были в отношениях, которая могла вот именно какие-то магические действия совершать в ваш адрес. Кто меня смотрит, вы уже, я думаю, заметили, что довольно часто в последнее время начал показывать сигнификации магическое воздействие. Этот раз не исключение. Причем мне показано, что может быть воздействие через какое-то питье, через жидкость, да. Поэтому, ребят, у каждого это проиграется по-своему, да, эти ощущения. Если вы чувствуете что-то на себе не то, я уже много раз об этом говорила, но, скорее всего, здесь проиграется в первую очередь какая-то определенная магия, вид магии, да, поскольку их много, здесь идет на личную жизнь. То есть у кого проблемы в личной жизни, пожалуйста, либо же на диагностику, на чистку добро пожаловать, если пожелаете, да, потому что такое воздействие есть. Вы обладаете довольно такой, знаете, не то чтобы даже неплохой, вы обладаете, может быть, даже какой-то феноменальной памятью, что ли. У вас очень развиты когнитивные способности.
Кто не знает, что такое когнитивные способности, поясняю. Сюда относятся все наши разные мыслительные операции. Это память, внимание, восприятие, да, вот, то есть их несколько. Ну, память у вас отличается вообще, даже если вам много-много лет, то уже ваши, может быть, сверстники, которые забывают даже, зачем они вышли на кухню, зачем они пошли в магазин, да, без списка уже в магазин не могут сходить, то это точно не про вас. Вы такой парень хоть куда, все помните, все знаете, очень любопытный, в меру упитанный мужчина, да, как Карлсон, как-то мне вот вспомнилось. Ну, пошутили немножечко, и я вам скажу так, ребят, большинство из вас холостяки, но есть на примете женщина, либо же с которой вы уже общаетесь, кто там, может быть, уже планирует даже съезжаться, сходиться, но здесь вы понимаете, что ну, вам хорошо с этой женщиной. У кого ее нет, я вам скажу, так забегая вперед одним глазочком, что в скором времени она у вас появится. Ну, давайте как раз у нас сегодня и расклад, в общем-то, о женщине. Ну, что за женщина к нам пришла и с кем вы забудете обо всем, да? Давайте-ка посмотрим, что за женщина пришла. У нас сегодня такие необычные карты. Напишите, как вам нравятся такие карты. В принципе, здесь по одной карте можно много чего рассказать, но мы сделаем более обширно. В вашей жизни появится женщина, хоть вы, может быть, уже даже не очень как-то и верите. Да, хочется, да, может быть, ждете в душе. Но есть среди вас и те, кто не очень-то верит, да, что либо же сможете влюбиться, не очень верите в то, что вы сможете найти именно порядочную женщину. А для вас вот верность, порядочность, ну, для вас это, наверное, ну, это пунктик номер один. Очень долго витали в иллюзиях по поводу женщин, да, вот пытались, может быть, знакомиться, и, в принципе, у вас и будет и дальше знакомство, ребят. У кого-то даже может проиграться, что будете перебирать женщин, да, у кого-то это по интернету проиграется, у кого-то в жизни, да, то есть будут некие знакомства, ну, парочка, одно-два, у кого как проиграется знакомство, может быть, но я думаю, что вы этих женщин отсеете, пока не появится та единственная. И вот как раз, когда она появится в вашей жизни, вы не сможете ее не заметить. Она будет, знаете, вот она будет женщина, она не красавица. Не нужно падать в обморок, да, но в ней есть какая-то притягательность, которая вот затмит все остальное. Она самая обычная женщина, да. Я не скажу, что она серая мышка, ну то есть средняя, такая среднестатистическая женщина, причем может быть даже, ну такая плотноватого телосложения, она точно не худышка. Но от нее идет какая-то такая то ли доброта, то ли, вот знаете, какое-то сияние в глазах, вот какой-то свет. Обычно у меня такие женщины, ну, либо же просто люди такие, ассоциируются вот с таким вот теплом, вот как к маме, да, хочется, либо к любимому человеку пригреться, да, вот чтобы тебя обняли, приласкали, там, пожалели и так далее. Вы не сможете пройти, потому что это вселенская доброта, которая от нее исходит, ну, такое счастье, наверное, вот энергетика счастья, энергетика радости, с которой, ну, нельзя разминуться, вы точно заметите ее. Может даже у кого-то проиграться, что эта женщина будет похожа на кого-то из прошлого, может быть, на маму чем-то будет вашу похожа, да? Это может быть фигура, это может быть имя даже, цвет волос, прическа. Ну, в общем, у всех по-разному проиграется. Но когда вот вы начнете с ней общаться, у вас будет ощущение вот именно какой-то теплоты, что ли. Я думаю, даже те из вас, которые большие любители кекса, да, которые любят часто кормить своего бобика, да, может быть, даже поначалу вы не будете думать об этом. Вы будете даже довольствоваться тем, что вот я ее вижу, я ее слышу, я там с ней рядом, и мне уже кайфово, да.
Понятное дело, что дальше будет и романтики, и интим, и все. Но о чем я сейчас вот говорю, именно акцент, на чем я делаю, это вот хорошо просто помолчать. Это хорошо, когда вы будете просто, допустим, держаться за руку, просто где-то гулять, там, я не знаю, хоть и в парке на лавочке сидеть, где угодно, вы сами будете выбирать, но вы будете кайфовать от того, что вам просто комфортно, вам классно даже находиться с этой женщиной. Некоторые будут побаиваться, а что же будет дальше, да, если вот она так сразу вас зацепила. Будете побаиваться того состояния, которое неизбежно будет происходить с вами. Ну, такое окрыленное какое-то состояние, влюбленности, да, у кого-то могут быть бабочки в животе. Я пытаюсь просто вот простыми словами вам это объяснить, ту информацию, которую я вижу. Вам захочется обязательно чем-то ее удивлять, чем-то радовать. Вы можете, как шебутные мальчишки, ну, что-то вытворять. Каждый будет по-своему вытворять, чудить, как-то, может быть, по-доброму прикалываться, там, подкалывать друг друга. Ну, то есть это будут отношения, которые можно, ну, я не знаю, описать, наверное, как такое вселенское счастье. Хоть и говорят, что счастье – это такое мимолетное ощущение, но приблизительно, вот чтобы вы поняли, это, ну, я не знаю, суперкомфорт какой-то. Будут и поездки вместе, будет и романтика. Может быть, даже где-то поедете, ну, там, к морю, океану, если захотите, конечно же, да, вместе отдохнуть. Здесь не будет стоять сразу вопрос совместного проживания. Вы даже будете переживать, как-то вот себя немножко стопорить, да, вот как я уже сказала, уже и Бобика так будете дрессировать, что ну, дорогой, лежать, пока лежать, не спугни мне жертву, так сказать, да. Ну, понятно, что я шучу, да, ну, то есть вы не будете прыгать в постель только чтобы ее не спугнуть. Вы не будете торопить события, только бы ее не спугнуть. Ну, то есть это такое ощущение, когда ты, знаете, вот нашел бриллиант, и ты боишься его просто потерять. Да, бережно. Вот бережно очень будете относиться к ней. Причем я вам скажу, что, может быть, даже вы раньше, несмотря на то, что вы когда-то, да, все вы имели женщин, кто-то одну, кто-то две, три, хоть и 10 женщин было, но я думаю, здесь будет какое-то совершенно другое ваше отношение. Вы настолько будете вот трепетно к ней относиться, настолько бережливо. Вы будете переживать, чтобы ни в коем случае ее ничем не обидеть. Вы будете переживать, чтобы она была всегда сыта, чтобы ей было тепло, удобно, уютно. Ну, то есть вы такой защитник, суперзащитник, будете рядом. В свою очередь, эта женщина будет давать вам то ощущение счастья, да, ну, то есть у вас такой тандем будет. Конечно же, это будет все обоюдно, это не будет игра в одни ворота, это не будет просто ваша влюбленность, она это все принимает. Нет, конечно же. Она себя будет так вести, что вам просто не захочется от нее уходить, но поначалу, конечно, хочешь не хочешь, ну, придется, да, к себе домой, хоть иногда забегать. Она может вам казаться женщиной, каких не бывает. Вот могут быть мысли, что ну такого не бывает, ну где-то можете искать подвох поначалу, да, но все-таки чем больше будете узнавать, и причем вас будут как-то вот покорять ее черты характера. Она очень бережно относится к деньгам, она не будет сорить деньгами, она не будет чего-то от вас требовать. В принципе, это тот случай, когда вам не нужно ничего говорить, вы сами захотите все ей дать, вы сами захотите ее любить, кружить и просто делать счастливой. И, в общем-то, у вас это все очень классно будет получаться. Вы будете такой тандем, который друг друга будет дополнять и даже, может быть, в каком-то смысле будете чему-то учить. Вот взаимно, да, что-то вы ее научите, что-то она вас научит. Даже, ну, какие-то бытовые, может быть, вещи, да. Но то, что вы будете такой защитник, вы будете поддержка, опора, а она такое... Пусть слабое, пусть женское, хрупкое, но плечо, которое будет рядышком и которое вас не предаст.
Еще хотела бы, знаете, на чем остановиться? Есть какой-то у вас, может быть, друг-приятель, у кого-то, может быть, брат, сосед проиграется. Но опять же, мы не привязываем, боже, уже заплетык языкается, представляете? Наговорила сегодня очень много. В общем, у всех проиграется по-разному. Но смотрите, это человек, который может быть такой с виду очень строгий, сердитый, скорее темноволосый проиграется, да. Ну, то есть он вхож в ваш круг. Ему очень понравится ваша женщина. Я здесь делаю акцент. Он может, знаете, даже как-то вот флиртовать, может даже при вас пытаться как-то оказывать ей знаки внимания, без вас может пытаться оказывать, но она даст отпор, потому что вы для нее будете мужчина номер один. Просто чтобы были бдительны, у кого есть такой вот друг, приятель, либо же сосед, ну, у кого-то, может быть, и родственники такие, которые могут уводить женщин, да, которые ни с чем не брезгуют. Просто обратите внимание на этот момент и как бы, ну, либо же его держите подальше, потому что ну, человек будет настроен так, четко увести вашу женщину. Хоть у него это и не получится, но просто держите ухо востро. Чем это все может закончиться? Ох, как вы будете гордиться своей женщиной. Вы даже будете хвастаться, может быть, где-то там, ну, чуть попозже это будет в своей компании, да, может быть, на работе. Будете восхищаться. Ну, то есть вы будете хоть медленно, но уверенно, вы дойдете и до совместной жизни. И я вам скажу, что вместе вы сила. Вместе вы будете такой тандем, о котором можно только мечтать. Это женщина, которую нужно, наверное, держать руками и ногами и никогда никому не отдавать, не отпускать. Хотя, в принципе, она и сама никуда не уйдет, потому что у вас будет очень гармоничная пара. У вас будут отношения, о которых можно мечтать. У вас будут отношения, которыми можно гордиться, можно хвастаться, можно восхищаться. Я уже не знаю даже, как их описать, но это будет просто состояние счастья, которого вы так долго ждете. И я вам всем желаю поскорее встретить такую женщину, с которой вы забудете обо всем, с которой вы получите то, что, может быть, давно не получали, может быть, никогда не испытывали даже таких чувств, но это будет настоящая любовь, настоящая ваша история новой любви. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!